В общем, ролик про краску. Конец эксперимента. Пора закрывать эту тему. В общем, короче, эксперимент провалился. Сейчас покажу, что случилось. И, короче, ну и пожгем немножко краску. На пожаробезопасность ее проверим. Вот. Сейчас покажу все. В общем, вот, краска отшелушилась. Это уже я пальцем поотшелушивал тут. Ну, короче, шелушится она легко. Короче, полный провал эксперимента с самодельной краской. Вон, отшелушивается полностью. Очень увлекательно ее, кстати, отшелушивать. Интересное занятие. Вот. Это я жег уже черная. Короче, она горит так. Ну, как бы покажу сейчас, как она горит. Смоделируем пожароопасную ситуацию. В общем, все. С краской по бетону. С краской для пола. Вот самодельная, короче, для пола она не подходит. Может, подходит для каких-нибудь таких поверхностей, типа стенка. Но мне интересовало именно для пола. Мне очень нравилось, как с нее, короче, сметается грязь. Она к ней вообще не пристает и нормально сметается. Вот краска по бетону, ее метешь, она ни капли не сметается. А вот это мне нравилось. Ну, сейчас как бы пожгем и под итог по каждому покрытию проведем. Справедливости ради, битумный лак тоже как бы вот не пошел нормально. Тоже как бы тут колеса ездили, шлифовали шипованные, но он тоже не выдержал. И PR115 тоже там есть косяки по ней. Вот краска по бетону выдержала. Но сейчас плюсы и минусы всего как бы свое субъективное мнение выскажу. Ну, сперва жечь, да, сперва самое интересное, сперва жечь краску, как она горит вообще. Ну, она отшелушивается. Это вообще шляпа. Полный провал, короче. Эх, жалко, мне так нравилось. Сам в расстройстве. Так что смоделируем сперва ситуацию с, короче, сигаретами. Похоже на хорошую цигарку, надо в травку заложить, что это ничего. Я серьезно говорю. Так вот залезать, а потом курнуть. Потом у вас было две таких, и вы одну уже выкурили. Положите себе это в сумочку и больше не курите. Это очень похоже на цигарку с марихуаной, это дело могут взять, вы понимаете? Ну, вот, типа брошенная сигарета, короче. Ничего не будет на самом деле, я уже проверил. Она не загорится, короче, такого. Вот, можно было смоделировать все со сварочным аппаратом. Самый пожароопасный инструмент у нас сварочный аппарат в гараже, источник пожарной опасности. Но что-то это долго, мне быстро, короче. Вот самокрутки как бы на пол не бросаем, но они все равно. Давай пройдем по краске из пенопласта, как она горит вообще. Гори давай. Ну вот она как бы. Как бы не горит. Вот так вот. Та отшелушенная, короче, загорится. Вот, отшелушенная горит. А так конкретно на полу не горит. Битумный лак, короче. Да ему тоже по барабану. Вот краска, которая отшелушилась, горит. Вот она. А вот так вот не горит. Вот такое вот у нее действие. Вообще не знаю, пожароопасна эта краска или нет. По-моему, не очень. Вот та, что она отшелушилась, ее можно зажечь. Вот она горит. Давай краску по бетону проверим. Бетонный лак проверили, эту проверили. Краска по бетону
короче, не горит. Краска по бетону самая не горючая, наверное. Сейчас проверим PF115. Дымит. Так, черничек дальше. Давай проверим. PF115 сверху бодяга залита. Кстати, бодяга-то сверху горит. Смотрите-ка. Еще как. Пламя побольше. В общем, я лично для себя эту краску бракую. По крайней мере для пола. Для покрытия пола. Цель была избавиться от пыли. Вот. Теперь давайте по краскам, по ее цене пройдусь. И по плюсам-минусам каждого покрытия. Вот. Начнем, короче, с PF115. Вот такая, вот это вот все покрытие мне обошлось в 100 рублей. Вот эта площадь. То есть на весь гараж, короче, уйдет рублей 300. Ну, 500 возьмем, короче, что 300. Потому что я знаю место просто, где вот такая банка стоит 100 рублей. Она мятая будет, как бы, может даже немножко просроченная, но сболтал, покрасил, что, 500 рублей на весь пол гаража уйдет. Это нормально, короче, недорого. Вот такая вот банка. На Огородной 6 там есть магазинчик в Сыктывкаре. Плюс этой краски какой? Она дешевая. Она довольно-таки пластичная, то есть она тоже вот механические повреждения не выдерживает, но она не отшелушивается, как вот та краска. Она отходит там именно, где было воздействие, короче, вот. Ну и плюс можно выбрать любой цвет. Минус, короче, у нее в том, что она долго сохнет. Вот это меня как бы, я, ну, заколебал дымить. Вот это мне ее и отталкивает, это использование PF115. Она не является краской для пола, но если жалко денег, то в принципе пойдет. Так, и ее плюс, ее можно наносить на любую поверхность. Вот сейчас просто можно купить. Ну, и минус, в минусовую температуру красить нельзя. Так, краска по бетону. Вот этот участок мне вышел в 350 рублей, что ли. То есть на весь гараж нужно, короче, ориентировочно 1002. Вот. Ее плюс в чем? Она полностью прошла испытание. Нигде не отшелушивается. Она не является как таковой, как краской. Она как пропиталась в бетон и сидит в бетоне. То есть даже где будет царапина на бетоне, он цвет не изменит. Но минус в том, что она только серая. Она всегда серая. Серая, унылая, короче, серый унылый цвет. Сохнет она сутки у меня сохла. Я через 2 суток пришел, она уже была высохшая. Ну, заявлено как сутки. Значит, недостаток. Она дорогая. Второй недостаток. Ее нельзя ложить поверх другой краски. Ее ложат только на бетон. То есть она для меня уже автоматически отпадает. Вот эта вот краска по бетону. Так, краска бодяга, короче. Та, что по эксперимент провалился. Ну что, эксперимент провалился, что по ней сказать. Вот этот участок мне вышел где-то, ну, наверное, рублей 300. То есть растворитель, как бы, она даже дороже получается, чем PF115. Растворитель, как бы, не дешевый. 70 рублей баночка. И основной ингредиент будет растворитель и пенопласт. Может какой-то пластификатор запихать, и она будет более стойкая, но это уже для химиков. Пока я не готов, короче, химичить, тем более у нас в такую погоду не похимичишь, не покрасишь ничего. Ее плюс, она быстро сохнет, вообще быстро сохнет. Ее плюс еще, можно набодяжить только сколько тебе надо. Надо тебе чуть-чуть, набодяжил чуть-чуть, надо много, набодяжил много. А тут купил банку, отковырил, открыл и все. Вот, легко метется, очень легко метется, мне прям нравилось, прям вообще. Весь песок с нее просто сметался на ура. Зимой немножко скользкая.
Ну, так как она провалилась, так что тут ее рассматривать. Можно выбрать любой цвет. Вот, сохнет быстро. В общем, битумный лак для меня отпадает тоже, потому что он всегда черный. Вот черный, все. Вот. Он выйдет сам, третий по цене он выйдет. То есть самый дешевый это PS115, потом бодяга, потом битумный лак, потом вот это. Вот это вот, у меня ушла бутылка, она стоила 220 рублей. О, подожди, 150 рублей бутылка стоила вот эта вот. Она хватила вот на такой участок и на ворота немножко. Вот. В общем, весной, короче, куплю, получается, PF115 и покрашу весь пол PF115. На неделю гараж закрою, пусть сохнет. Ее можно на любое покрытие вешать и все такое. Бодягу тоже можно на любое покрытие. Липнет ко всему, кроме стекла. Даже к металлу липнет. К дереву хорошо липнет. Битумный лак, я не знаю, можно ли на любое покрытие. Есть ли смысл вообще? Его хорошо на металл. Очень нравится, как он на металле сидит. Может, антикоррозийные свойства даже есть. В общем, такие дела. Ну все. Ставим лайки или дизлайки. Кому что больше нравится. Я как бы не это. Конечно, лайки приятная вещь. Но мне как бы все равно. Я просто что-то сделал, делюсь информацией. Вот, потому что эта информация даже самому иногда бывает полезной. Через какое-то время, когда забываешь уже предысторию или какое-то событие в своей жизни, а ты им занимался. Вот. Ну все тогда. Всем, как говорится, бобра. Сидите прямо, не сутультесь. Тщательно пережевывайте пищу.